Киношная картинка, глубина кадра, вы так все это любите. Я не хотел об этом говорить, если честно, но многие хотят это просто услышать. Сегодня я хочу поделиться своим опытом с использованием портативной машины Ulanzi FM01. Это не 10-килограммовая бандура, которую нужно возить с собой, искать, где ее запитать и думать, как использовать в предметной видеосъемке, либо же фото. Сегодня мы поговорим про настоящую портативную дым-машину для домашней студии. Если честно, я давно мечтал добавить в свою работу немножко дыма, но это добавляет немножко изюминки своей, так скажем. Но почему-то я всегда думал, что это просто какая-то игрушка, которая будет работать 2 минуты и быстро перегреваться, что мне придется постоянно менять койлы, а весь рюкзак будет залит этой жижей. Ну, кто в вейпах шарит, разбирается, надеюсь, вы меня поймете. Но я ошибался. И прежде чем перейти к тестам и работе дым-машины, давайте посмотрим на комплектацию и разберемся, как работает это устройство. Коробка и кейс. Данный девайс я заказывал с AliExpress примерно за 100 евро. Ну, это с учетом комиссии, НДС, налогов там и прочей ерунды. Но это полная комплектация. Уточню, что здесь есть батарейки, здесь есть жидкость. И что рекомендую вам сделать, это купить полный комплект и пользоваться. Внутри коробки у нас восхитительный чехол, но скажу сразу, он совсем не маленький, хотя по ощущениям, будто бы он какой-то противоударный. И первое, что нас встречает, это жидкость для бака на 60 мл. Насколько ее хватит, ну, честно говоря, не знаю. Но надеюсь и думаю, что надолго. В любом случае, эту жидкость можно сделать вручную. Причем Ulanzi выкладывали видео у себя на YouTube, как замешать это своими руками. Ну, я посмотрел, это делается изи и продается абсолютно везде. Хоть на Амазоне, хоть где вы жидкость вы эту всегда можете купить. Далее, сам бак на 8 мл. Что сказать, это немало. 2 батарейки. Кстати, мне повезло, они уже были наполовину заряжены. Вот такие 2 насадки. Я без понятия, как они называются, но позже покажу, как они работают. Возможно, у них есть и больше функций, но я использую их в 2-3 различных вариациях. И на самом деле мне этого достаточно. Далее зарядный кабель с USB на USB Type-C. Ну и куда без инструкции. Мы же так любим эти все книжечки. Но я никогда не читаю. И вот зря, что я никогда не читаю. Ведь важно то, что нарисовано на одном листке, а там расписано практически все. И, конечно же, сама дым-машина. Ну и хотелось бы уже перейти, наверное, к первому запуску. Главное соблюдать очередность действий, иначе будет беда, как это произошло у меня. Я немного подпалил вату в баке из-за своего, наверное, нетерпения. И теперь иногда слышен запах горелой ваты. Кстати, о запахе. Это совершенно не вредная жидкость. То есть вы можете наполнять свою комнату полностью дымом, и все будут здоровые, в безопасности, все будет хорошо. Так вот, первое, что нужно сделать, наполнить бак жидкостью и обязательно подождать около 5 минут. Это главное правило. Жидкость должна распределиться внутри бака по всей ватке. Я этого, естественно, не сделал. Думал, что машинка бракованная, запускал, ну а дыма нет. А оказалось, что испаряться было просто нечем. Уже после прочтения инструкции я понял, в чем была проблема. Я даже хотел уже писать комментарий о том, что мне прислали бракованное. Ну, извините. Затем снимаем крышку, где помещается наш бак. Мы его просто прикручиваем и не забываем хорошо закрыть заглушку. Иначе жидкость окажется у вас везде. В кейсе, в сумке, где угодно. И да, главная пометка: обязательно нужно докрутить бак, закрутить его правильно. Иначе также у вас будет ничего не работать, не будет никакого дыма. И все. На верхней части крышки можно заметить маленький коннектор. Это переходник для насадок, о котором мы говорим попозже. Далее мы вставляем батарейки. Надеюсь, они у вас тоже будут заряженными, как и у меня. Теперь смотрим на пульт. На нем 4 кнопки. И самое главное, это не та большая, а маленькая в центре. Именно она запускает устройство. Что мы видим на экране пульта? Заряд пульта в левом верхнем углу. Далее заряд 2 батареек снизу, слева и справа. Ну а в правом верхнем углу индикатор связи пульта и устройства. Вот, например, у меня сейчас есть пульт. Я сейчас запускаю дым-машину. Вы можете это видеть. Естественно, у меня здесь нет 10 метров,
но тем не менее вы видите, насколько это практично и удобно. Класс. Верхнее деление с 3 шариками отвечает за количество дыма, ну а нижнее деление с вентилятором отвечает за сам вентилятор, что есть логичным. Ну а снизу у нас находится резьба 1,4 дюйма, что очень хорошо поместить его на штатив, и наша USB-C зарядочка. Что хочу сказать. Наверное, самое главное — это простое управление. Достаточно зажать большую кнопку, и пока ты ее не отпустишь, дым будет идти, практически бесконечно. Не знаю, сколько можно максимально держать кнопку, я не хочу это проверять, да и зачем. Для меня достаточно до минуты, чтобы заполнить полностью комнату большим количеством дыма, но это правда достаточно. Также хочется отметить, что здесь есть готовые пресеты, где можно выбрать время, интенсивность и через сколько минут или секунд вы хотите, чтобы дым шел автоматически. Это удобно, если вы снимаете видео в студии, вот как, например, у меня. Но я не использую автоматически, не знаю, мне достаточно просто иногда нажать кнопочку и забыться про это, ведь время у меня есть как бы. Но можно установить лимит, там, например, каждые 5 минут наполнять комнату киношной дымной атмосферой. Удобная фишка на самом деле. Ну а еще удобная фишка — это съемный пульт. Достаточно просто нажать на него, верхнюю часть, и он легко достается. Что насчет зарядки? Как заявляет производитель, заряжается он до 2,5 часов. Также можно заряжать его от пауэрбанка, от NPF, от всего, что у вас есть, от розетки и прочего. Ну а вес устройства составляет 366 грамм. Но это без батареек. На самом деле это немало. Представьте, что у вас еще в рюкзаке есть 0,5 воды, которая, не совсем маленькая, так скажем, но не совсем большая. И немножко это как бы вот все портит. Да. Мне показалось, что это сначала очень большое устройство, но потом я уже сравнил с большим устройством, которое, профессиональное, то нет, это очень маленькое устройство, поэтому вес, достаточно нормальный. Не запишу это в плюс и не запишу это в минус. И давайте поговорим про насадки. Они, можно сказать, как трансформеры. Учить, как ими пользоваться, честно, не буду. Эта машинка предназначена для творчества, и вы сами можете там что-то крутить, экспериментировать, прикольное что-то делать, находить какие-то новые варианты применения. Но, чтобы вам было проще понять, я просто приложу вот эту вот картиночку с официального сайта, а дальше применяйте свои фантазии, как вы хотите. Но кто-то задумается, хорошо, а где и как мне ее использовать? Самое основное, для кого это предназначено, это для людей, которые занимаются предметной съемкой, либо видео, либо фото. Дым всегда создает вау-эффект и добавляет кадру, такой дороговизны, да? Например, у вас есть пицца, вот как на моем примере, и с нее идет, какой-то нереальный дым. Прикольно же выглядит. Это немножко добавляет какой-то реалистичности, какую-то такую атмосферу. Можно добавлять приготовлению кофе, каких-то деталей, цветов, я не знаю, в общем, много где можно ее использовать. Также можно использовать для портретов, но важно учитывать, что на фоне должен быть светильник, как это сделано, например, у меня. Желательно контровой свет, именно он добавляет объема и той самой киношной картинки, как вы любите это слышать. Но вообще на самом деле применений множество. Студия, дом, свадьбы, ивенты, я не знаю, разные другие ситуации. Попробуйте везде, где это уместно. И главное, не забывайте про свет. Он и должен подсвечивать ваш дым. Иначе на видео у вас будет просто дым и ничего больше. Ну а теперь поговорим о плюсах из моего личного опыта. Он действительно портативный по сравнению с большим генератором дыма. Но все же хочется, чтобы был еще чуть-чуть поменьше. Обязательно должен упомянуть про простое управление. Это топ. Все просто, есть кнопка, жмешь, готово. Автономность и отсутствие лишних проводов. Вау. Кейсик. Бам-бам-бам, нажал кнопочки, все классно. Плюс, для маленькой студии или квартиры мощность 40 Вт хватает, с головой. Я не знаю, его достаточно будет закрыть все ваши потребности. Плюс, к тому же, работает долго. Не нужно заряжать слишком часто, а жидкости хватает надолго. Ну и самый главный плюс этой штуки нет предела. Конечно же, плюсы плюсами, а минусы минусами. Собирается конденсат от жидкости на баке. Этого не избежать. После съемки прибор лучше сразу протирать салфеткой. Очень много плюется
Не знаю, как с этим бороться, но ну никак. Да, даже через вот эти вот насадочки. Поработал, салфеточкой протер, все. Ну и, конечно же, минус, что его нельзя использовать на улице. Хотя на официальном сайте пишут, что можно. Не знаю как, не знаю где. Потому что на улице он совершенно бесполезен. Ветер моментально разгоняет дым. Даже если вы снимаете в студии, обязательно окна должны быть закрытыми, и причем плотно. Ну и последний минус, и самый важный для меня минус, он очень громкий. Если вы снимаете себя, вам нужна дым-машина, которая работает в автоматическом режиме, и у вас стоит чувствительный микрофон, все услышат, как она шумит. И на посте, наверное, будет очень сложно и как-то это все исправить. Ну, можете послушать это прямо сейчас. Ну что ж, подведем итоги. Как выяснилось, это не игрушка. Это реальный рабочий инструмент для креативных и киношных кадров. Нравится мне это повторять, и я буду это повторять, потому что, наверное, это кого-нибудь зацепит. Это прикольно. И если вы снимаете еду и портреты, и вам не хватает атмосферы, берите смело. Я же буду пользоваться им дальше. Для меня лично это вот настоящий must-have. А если тебе понравился ролик, поставь лайк и поддержи меня, ведь это бесплатно. Ну, а на этом все. Спасибо за просмотр. Пока.